Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас обзор наших любимых танков игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре средний немецкий танк, проходная прокачиваемая ветка, вот 6 уровня, ВК-3002М. Мне тачка очень нравится по многим причинам, и все по порядку. Сегодня у нас полноценный обзор, вот гайд по ВК-3002М, и начнем мы с вами с бронирования этого танка, а это одна из причин, почему мне нравится этот танк. Давайте разбираться, в чем же дело. Итак, вот наш ВК-3002М, и глядите, какой красивый танк. Ну ладно, давайте все и по порядку. Поставили правильно, смотрим. НЛД у нас 50 мм, в приведенке 90, под хорошим углом, а 90 как для среднего танка. Ой-ой-ой, не каждый тяжелый танк на 6 уровне обладает бронированием НЛД вот таким. Это первый момент. Второй момент. ВЛД. Снизу у нас 117, сверху 128, 128 надгусеничные полки. Ребята, извините, это средний танк, а у нас бронирование тяжелого танка. Передняя бронеплита башни 100 мм. Ой-ой-ой, но она закрывается огромной маской практически во все лицо. А маска у нас 100 по центру, а на закруглениях 116 и доходит до 380 снизу, аналогично. Вы скажете: ой, у него большой лючок. Да, большой. Опа, сотка. По бокам, то есть чуть-чуть левее, чуть-чуть правее 170. Да, вот есть маленькая зона в 50, но она настолько маленькая, что всегда будете попадать в эту. А обычными снарядами попробуй пробей. Боковое бронирование 40. Может ли танковать? Да, смотрите, может. Может, отлично может танковать. Кстати, через каток не бьется. Вы скажете: ой, щека надгусеничной полки. Пожалуйста, 133. Пробивайте. На обычном снаряде СТшки, ЛТшки, да и некоторые тяжи. То есть это по сути тяжелый танк по броне, но по факту это средний. Вот такой интересный танчик. Просто эпическая. Танк хорош. Хорошо. Давайте смотреть модули. Здесь всего лишь две пушки. Естественно, нас интересует топовая. 135 альфы, 150 пробития на основном, 194 на голдовом снаряде. Всего лишь 4 секунды время заряжания, 4,2. ДПМ 2000. Точность невероятно хорошая, на стоке 0.35. Заряжается комфортные 2,3 секунды. Что нам дополняет башня топовая? Смотрим. 370 обзор. Здесь плюс 10 обзора. И плюс броня тоже. Здесь 100, здесь 80 лобовая. Обязательно качаем. Стоковая рация 310, топовый 710. Вообще без комментариев качаем. Топовый двигатель у нас 700 лошадей, сток 580. Как минимум можете рассчитывать на 15% к подвижности, если вы прокачаете топовый двигатель. Ну и ходовая. Подвижность, градус в секунду, поворот 30, здесь, наверное, 26, нет, 28, ну, тоже пригодится. Вот, по полевой модернизации. Я не качал, кстати, можно взять одну палочку и отключить, кстати, нафиг она не нужна. Вот, значит, во втором блоке скорость поворота ходовой, крутой, штрафы, да, вот это берем. Открываем. Что у нас? 2.31, 0.35. Угу. От разброса при движении, от размера круга сведения. Угу. При движении. Угу. Либо ничего, либо вот это. Так, антиблик, так, незаметности и максимальной скорости назад. Незаметности. Все, вот, пожалуйста. Хорошая сборка. По оборудованию стандартный комплект СТшек на 6 уровне. В основной слот, дающий дополнительный буст на подвижность танка, мы ставим обязательно турбину. Дальше этот танк играется всегда с досылателем. Без досылателя мы этот танк вообще не катаем. Ну и, конечно, здесь уже дальше на ваш выбор. Либо просветленная оптика, чтобы светить врагов. Либо вентилятор. Пожалуйста, вентилятор зайдет. А почему нет?
Ну, либо, не знаю, может быть даже малошумку, к примеру. Либо улучшенный прицел. Но я вам рекомендую все это катать на просветленной оптике. По снарядам 925 основной снаряд ББХ летит, почти косарь, нифига себе. 1156 метров, голда подкол. Супер! То есть броня у нас супер. Правильно? Правильно. Снаряды летят офигенно, с хорошим пробитием, что ББХ, что подкол. Правильно? Правильно. По снаряжению ставим ремку, аптечку, огнетушитель автоматический. Я, как всегда, с Е50 пересадил сюда экипаж и не переобучал на этот танк, потому что я просто не хочу постоянно тратить голду, даже на обзоры. Поэтому позволил себе поставить, что доп. Паёк в виде шоколадки, чтобы хоть как-то нивелировать потери, не переобучая экипаж на эту машину. Экипаж у нас 5 членов экипажа. Первым перком командиру Лампову, всем остальным ремонт, вторым перком боевое братство. Дальше качать, как показано в таблице. По стволу у нас минус 8, нормальное, более-менее комфортное склонение орудия. По ХП 940, и как для среднего танка 6 уровня, это дохрена, реально дохрена, с запасом. Это еще одно преимущество этой машины. По мобильности 60 вперед, 23 назад даст турбины. 18, почти 20 лошадей на тонну. У танка хорошая подвижность. Это еще одно преимущество этого танка. По незаметности. У меня перк незаметности не вкачан вовсе. Так можете рассчитывать где-то порядка 30% незаметности, если вы качаете в экипаже перк незаметности у всех членов экипажа. По обзору у нас 407 метров, и это с учетом штрафов 31 метр за то, что у меня экипаж, командир, точнее, не переобучен на эту машину. Так бы было 438 метров, что тоже, согласитесь, неплохо для 6-го левела среднего танка. У нас не ЛТ. По плюсам, минусам давайте еще раз пройдемся. Попробуем найти минус, точнее. По броне однозначный плюс, по пушке однозначный плюс. Хорошие снаряды, хорошая точность, хорошая КД и даже УВН. Приемлемые, да, минус 8. Подвижность отличная, незаметность тоже хорошая. Блин, а где же минусы? А получается, минусов-то у танка и нет, по сути. Это реально комфортный средний танк, хорошо сбалансированный на 6-м уровне. Ладно, все это полемика, надо танк проверять боем. И желательно попасть против 8-7 левелов, потому что боюсь с 6 левелами или с 5 это танк нагиба. Отправляемся в бой. Так, Оверлорд попали к 8 уровням. Поедем на центре отыгрывать. У нас обзор танка ВК-3002М, средний танк Германии, 6-го левела, проходная прокачивание ветка. Сейчас будем потеть против 8 тысяч. 3 арты, 3. Жесть. Надо идти в приподнятом настроении. Закусь. На воде никого. Главный класс вроде то поехал. Другого варианта просто не было. На чайниках, ребят! По
воде у нас полный пипец. Шпили-выли делать будем. Что ты от меня хочешь? Артоводы что исполняет? Зэх вообще просто. Ну, надо поджимать. Сашка! Дальше мы стали праздновать свой профессиональный праздник. Приветствую тебя, брат, категорически. Он охранник с 20-летним стажем, мой наставник. Стоп! Я не растерялся, я же охранник. Хорошо, ассист идет. Точно! Говно! И Армену в носяру херакс! Базаром она фильтруй! Я тебя сейчас бошку прострелю! Все, зеркало. Не в простреле. Зеркало. Ну чё, друзья, косарь дали. На чайника пришел. Заработал 2000 рублей. Замочили. Ну ладно, 1500 средухи есть, шестерка в бою против восьмерок, нормал, да? Ну все, победа. Это нормальный танчик, подвижный, хорошая пушка, КД, точность орудия, все при нем. Можно ездить, нагибать. Играл против восьмерок. А то многие мне говорят, вот ты там на обзорах против шестерок. Восьмерки, и то я еще подтупливал. Можно было раньше поджимать. Аккуратничал. 4 место по урону. Вот, пожалуйста. Ребят, пишите, как вам ВК 3002М. Я ему ставлю твердую 4. Танчик неплохой, реально неплохой, удобный для игры. Пишите, какое вы используете оборудование. Я зачет. Нормальный агрегат. Вот, нормальный. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Вот, а я им говорю, до скорых встреч. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.